надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. На Титанике. В этом видео я хочу вам рассказать, как вводился карантин в Польше, как все изменилось за 1 месяц, как вводились жесткие меры. Перед тем, как мы начнем, нужно отметить, что вся информация базируется на официальных данных на апрель 2020, так что всю информацию и все ссылки на источники вы найдете внизу в описании. Кроме этого, я бы хотела поделиться с вами своими ощущениями, опытом, а также поговорим с моими друзьями, которые попадали в период карантина в разные ситуации. 4 марта в Польше зафиксирован первый случай коронавируса. Это 66-летний мужчина, который, к счастью, уже здоров и вернулся в свой обычный ритм жизни. Хотя тогда еще особо сильно никто не понимал, что происходит, все только отшучивались, смеялись и открывали локтями двери. В интернете уже появлялось огромное количество мемов на эту тему, но были какие-то там отголоски только из Италии. Все изменилось неделю спустя. 11 марта у нас в университете ввели карантин. Я сейчас говорю только про свой университет, потому что в разных учреждениях его вводили на 2 дня раньше, в других на 2 дня позже, то есть в течение этой недели. В этот же день ВОЗ объявил пандемию. А это означает то, что государство может предпринимать любые меры в борьбе с болезнью. Я помню, как в этот момент у нас была пара, и моя одногруппница зачитала приказ от ректора, то, что вводится карантин, и преподаватель нам сказал: ну что, все, ребят, закончилось, расходимся. Тогда никто не понимал, что такое карантин, как будет выглядеть вообще дистанционное обучение. Хотя надо отдать должное нашим информатикам, которые за неделю полностью улучшили онлайн-платформу. Но такая форма обучения подходит в основном гуманитариям, хорошо еще математикам, экономистам. А как это происходит вообще у химиков, биологов, медиков? У студентов-медиков не все легко и понятно, особенно у студентов старших курсов, потому что с 3-го курса у нас входят клинические занятия в больницах на разных отделах. Сейчас нам задают делать разные презентации вместо семинаров. По радиологии нам, например, высылают фотографии рентгенов, и мы должны составить описание. Также есть онлайн-лекции, врачи их проводят прямо со своих кабинетов в больнице, и здорово, что они находят возможность и время для нас. Вместо практических занятий мы выходим на связь с врачами, они нам рассказывают темы, которые мы должны пройти. В общем, каждый занимается сам, много читает, есть также время учиться хирургическому шитью. Но на самом деле нет никакой катастрофы, но все равно не покидает чувство, что придется очень много учить и догонять материал после карантина. Как и все, мы не знаем, что будет с сессией, с практикой, но нужно отдыхать, а потом будем пахать. В это же время началась неразбериха в общежитиях. Там был просто какой-то хаос. В некоторых университетах в общежитиях говорили, что нужно просто засесть и никуда не вылазить, к вам придут, просто посмотрят. В других общежитиях говорили сразу: берите вещи, выселяйтесь и уходите. В общем, было так. С утра 11 марта я увидела на страничке в Фейсбуке постановление от ректора, что все мы должны покинуть общежитие без исключения до воскресенья. И я не поверила в это, а как же иностранцы, кто приехал на Erasmus, или например, как мы, кому, например, некуда деться, скажем так. Я пошла вниз и спросила у нашей руководящей общежитием, правда ли это. Она сказала: да, все без исключения должны покинуть, собрать свои вещи. Сначала было замешание, она сказала, что нельзя оставлять вещи, потом можно. То есть с этим было тоже непонятно. Конечно, слава богу, у меня был дядя взрослый, и я ему лучше все вещи отдала, чтобы не переживать, что потом нереально их будет забрать. И мы сразу рассчитались с общежитием, нам ничего не предоставили, не сделали одно общежитие от университета для всех. Когда мы собрали уже все коробки, спаковали все свои вещи, оказалось, что был такой вариант, что можно остаться в общежитии, но ты должен написать объяснительную, почему ты хочешь остаться. И если под свою ответственность. То есть если один заболеет, то все общежитие закроют на карантин. И тоже официально была такая информация, что если люди, которые
уехали на этот период и не прибывали, вот как нам сказали, выселяться, то есть если они не вернутся вовремя, то есть в эти вот 4 дня, что нам дали на сборы, то будет просто заходить комиссия, собирать вещи за тебя и выносить их в депозит в общежитие. То есть даже такое было. Но нам сказали, конечно, вы не переживайте, место в общежитии для вас дальше будет. То есть если вы, как это все закончится, сможете вернуться спокойно. С 15 марта закрыли все торговые центры, магазины, кафе, бары, все, кроме продуктовых и аптек. Понятно, никаких массовых мероприятий, никаких вечеринок. Гулять могут только 2 человека, и то как бы должна быть дистанция между прохожими 2 метра. И то же самое в автобусах и трамваях. Изменения коснулись также границ. Объявили об ограничении движения поездов, самолетов, автобусов. Это было сделано для того, чтобы поляки успели вернуться в Польшу, а иностранцы уехать в свои страны. Позже все границы закрыли. Очень много моих знакомых как раз в это время собирали в спешке вещи и уезжали к себе домой в этот же день. А те, кто возвращается из других стран, должен быть на самоизоляции в течение 14 дней, но как бы это значит, что нельзя выходить ни в аптеку, ни в продуктовый, ни даже мусор выбросить. 20 марта премьер Матеуш Моровецкий объявил эпидемию. Что это значит? Для нас это значит ужесточение мер карантина. Через 4 дня введено ограничение на выход из дома. Выходить можно только по острой необходимости, продуктовые либо аптеки. Никаких беговых и веломарафонов устраивать нельзя. Также изменения коснулись костела. На службе могут присутствовать только 2 человека, то есть без прихожан. Единственная альтернатива для этого всего — это телевидение либо онлайн-трансляции мши. Это выглядит очень крипово, потому что как просто черный экран, хор и орган. Но на этом нововведения не закончились. С 31 марта в магазинах может находиться только определенное количество людей, то есть на одну кассу 3 человека. Если в магазине 5 касс, то войти может только 15 человек. Обязательно перед входом обрабатывать руки дезинфектором и одевать одноразовые перчатки. В начале марта в магазинах была паника. Люди скупали все, скупали гречку, скупали туалетную бумагу, какие-то сухпайок. Работники магазина просто не успевали все это выкладывать. Позже запретили гулять в парках, бульварах, скверах. Поэтому единственная возможность получить витамин D — это быстренько прогуляться в магазин. Но возникает вопрос, как это регулируется, кто это проверяет. Если выйти на прогулку далеко от дома, то можно получить штраф от 5 до 30 тысяч злотых. Я уже наблюдала на улице пару моментов, когда спрашивали удостоверение личности, прописку, место жительства и так далее. На данный момент правительство пока остановилось с такими жесткими мерами. Единственное, что с 16 апреля мы должны все носить маски. Никто не знает, как будут развиваться события, чем это закончится. У нас в Ягеллонском продлили карантин до 15 мая, в некоторых университетах вообще до конца семестра. Уже поговаривают про онлайн-сессию, а экзамены у тех, кто заканчивает сейчас школу, будут сдавать не в апреле, а в июне. И знаете, вся эта ситуация похожа на то, когда компьютер дал сбой, синий экран, вы относите его в починку, потом загружаете, как обычно, и он работает уже гораздо быстрее. И такую перезагрузку переживает сейчас каждый. Как человек, так и система образования, здравоохранения, экономика. И мне кажется, стоит это воспринимать как толчок для развития. И нужно просто набраться терпения, все равно все это когда-нибудь закончится. И сейчас происходит действительно историческое событие. Например, даже австрийские музеи начали собирать маски, одежду, защитную одежду у медиков и уже кладут его под стекло. Я надеюсь, что этот карантин вы проводите с пользой, эффективно. Если нет, то в предыдущем видео я рассказывала, как я продуктивно учусь онлайн. Я желаю вам здоровья, милого дня, спасибо за просмотр и до zobaczenia. Не болейте и дбайте о себе.